Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, мы на Твиче стримим с аппарата Xiaomi Redmi K60e, кому не жалко, подписываемся, будет такого контента тогда больше. Если говорить о девайсах, которые я гоняю, то практически все я гоняю одинаковым образом. Я сейчас стримлю в 1080p 30 FPS, основной модуль у данного типа устройства может снимать 4К 30 FPS это максимум, фронталка 1080p максимум. Прямые грани, у него просто космическая яркость, на 100 кандел, на 100 люксов выше, чем у Poco F5 Pro, притом экран также 526 ppi плотностью. У него Dimensity 8220, где его купить, можете посмотреть в описании, но лучше дождитесь полного обзора, потому что, скорее всего, я буду сравнивать его с чем-то эпичным. Почему? Потому что этот смарт стоит все-таки около 30 тысяч рублей, я не уверен, что есть глобалка на него. То есть это китайская версия, гуглы встают, никаких проблем, разумеется, как у Realme здесь блокировок никаких и нет, и не было в помине. Насчет глобальной версии прошивки я не знаю, будет ли она и вообще, скорее всего, не будет, потому что слишком жирная комплектация и слишком выгодный ценник для такого. Напоминаю, Dimensity 8220 здесь процессор, выбивает он 860 тысяч баллов в Antutu. Я сейчас вам быстро покажу все это дело, потому что мне уже придется вырезать. Хрипел сначала у меня микрофон, я его не настроил. Надо было сразу кого-нибудь попросить зайти. 874 тысячи баллов в Antutu он выбивает. На Storage тесте, опять эпичный FL, он показывает у нас 77 тысяч баллов. Если говорить по поводу спеков, вы видите модель K60e. Dimensity 8220, это прям очень круто. Ну, опять же, Dimensity это что? Это точность навигации, GPS 1 метр. Но многим не нравится, как она работает. Если говорить про плотность пикселей 526 ppi, что это значит? Правильно, когда мы заходим в настройки экрана 120 Гц, и мы видим W-Quad HD+. И да, это прям вау. Если говорить о каких-то других особенностях, разумеется, все максимально плавно, яркости я на максимум выгрузил, пока он не перегрелся, хотя некоторые смартфоны уже в этом состоянии перегревались. Включен кондиционер, чехол снят, и мы будем пользоваться, скорее всего, рекомендованными настройками. Сейчас посмотрим, сколько у него заряда батареи осталось, но сначала мы должны взглянуть. Итак, при такой плотности пикселей, мне кажется, ему будет нехорошо. Графика Max 90 FPS я выставляю всегда. Всегда выставляю 90. И все остальное можно... HD текстуры тоже. Все. Yes, I would like. Все, понеслась. Секундомер. 96%. Bad news. Сейчас не было хрипа. Не забудьте подписаться на этот канал, кто хочет, чтобы подобное продолжалось. Потому что, мне кажется, таких лобовых тестов не так и много. И не так и приятно, если у тебя, допустим, производитель тебе в спину дышит, и он такой: ты бы, как бы, делай обзор аккуратненько бы. Здесь аккуратненько не получится, здесь все одинаково будут. Прямым сленг не будем употреблять, одинаково будут недостатки свои показывать, потому что у кого-то будет слабая автономность, здесь будет автономность 100% слабая с такой плотностью пикселей, у кого-то будет проблема с яркостью экрана, я прям уверен, кстати, что он уже сбросил. Вот у меня есть такое ощущение, было 840 люксов, стало шимом. Насчет шима я вам скажу, что здесь он шим, 800 люксов сразу превратилось в 580 люксов, как только я начал играть. 580 люксов, 300 люксов он сбросил. То есть сброс яркости почти как в Poco F5 Pro. Может быть, он вернет. В Poco F5 Pro вообще в 2 раза сбрасывало. Если говорить о шиме, на 50% он высокий, 36%, а во всех остальных случаях он у меня был в районе 20%. На 100% ниже 10%. И в целом претензий к аппарату нет. Вот сейчас я его уже чуть-чуть погонял, и он уже 38 градусов. Ну, вчера у нас Poco X5 был 40-39 в самом начале, при одном только видео, да? Так, и надеюсь, я один или я с кем-то лечу? Вот очень надеюсь, что я один лечу. Уже 1% он съел. Поедательный. Очень поедательный смартфон, что неудивительно. Всем привет. Дотрис, привет. Особо приятно всех видеть. Сейчас возьму воду, и мы сможем благополучным образом протестировать это космическое устройство. Так, чуть-чуть еще подлетим.
Как у кого день проходит? Серединка недели. Сегодня на канале встречайте смартфон, кстати, на который я уже сделал 2 обзора. Это Realme 11 Pro. Версия 11 Pro Plus будет позже. Версию Realme 11 я не купил, потому что стоит она просто баснословных денег, учитывая железо, которое они предлагают. До треска к микрофону. Если будет мешать звук, вы напишите. Потому что мне без звука играть тяжело, но я, кстати, рассмотрю потом вариант Bluetooth наушники подключать, но мне кажется, что тогда вы меня слышать не будете. Но напоминаю, что вы слышите микрофоны самого устройства, вы видите, как оно справляется с одновременным стримингом в Твиче, и все это дело, может быть, вам и не надо, но это отлично характеризует его запас прочности, и вдруг послезавтра вы решите, не знаю, вплоть до того, что записывать какие-нибудь там ролики себе, и все это будет работать на вас. Так, иксы надо по-любому брать, может быть, все-таки оружие найду. Рано или поздно. Лучше рано, до того, как меня вынесут. Броню дали. Хоть какое-то оружие дали. Сейчас боты начнутся, скорее всего. По-моему, здесь у меня слабый аккаунт. И я могу пощеголять своей эпичностью. Но я не уверен. Потому что вчера меня также снес человек с АВМ-очки на этом аккаунте, по-моему. В конце. Предпоследнюю катку. Я думал, тип. Мне интересно, а, кстати, блогеры, у которых скиллы прямо топовые по игре, они могут одновременно разговаривать и играть или нет? Или они стримят только, наверное, через карту захвата, потому что иначе ты не слышишь шагов. Понятно, что в мобильной версии это чуть проще реализовано. Тут полегче местами играть. Так, здесь у нас вблизи, если кто-то будет, то будет. Все отлично, Дотрис, спасибо большое. Спасибо всем, кто пришел. Пишите, какие вопросы по аппарату. Но он довольно такой, я бы сказал, в каких-то моментах топорный, конечно. Так, у нас будет плохая точность. Опа! Где-то кто-то в меня пытался стрелять. Бот. О! Вот здесь может быть и не бот. Потому что, мне кажется, издалека прям. А может быть и бот. А кашечка все-таки неприятная штука в голову. Не всем повезло второй уровень брони взять. О, вот прям теперь вопрос дня, да, я СКС-ку беру. АК это хорошо? Ох ты. А может быть, кстати, может быть, это и живой человек. Такими прям очередями усиленно лупит. Не живой. Уже б снес бы меня. Слишком мало брони снес. Что я его просто не рассматриваю, просто интересно пообщаться. Взаимно, но я говорю, мне интересно в первую очередь по поводу этой девайса, я, кстати, понятия не имею. Мне кажется, будет такой просто лютой проблемой мне его продать. С той точки зрения, что вот они на свой рынок вот такие вещи грузят. И насколько она лучше или хуже того, что приобретаем мы, это мне вот интересно. Так, все, патрончики забрали. Я его давно же уже купил, я, получается, его много с чем сравнивал. Так, 40, уже 40. Вот 40 это хорошо. СКС-ку заберем. ДПшечку. ДПшку брать вместо 416-го? Нет, ну это я точно брать не буду. Ваши советы, господа. Ух ты, ёшки. Хотя здесь, наверное, не важно. Здесь все-таки ботов больше. Не буду я брать ДПшку. Enough. Кому enough? Мне не enough.
Так, и все. Все, теперь можно бегать и искать. Что за сенсор Sony в камере 760? А я не помню, я сейчас смотрел. Понятия не имею. Опа. Стоп, вот чтобы кто-то ехал на... О, вот это я ступил. Лютейшим образом просто. Я сбросил свою машинку. Этот 416 где-то я скинул. Доболтался. Было бы не весело, да? И беру, если телефон надолго, никак не могу определиться. Ну, рано или поздно определишься, сразу ничего не происходит. Так, если тип был на машине, он еще катается здесь или нет? Вполне возможно, да. Так, и... Пытаюсь 4 пальцами играть. Но это полегче, чем на планшете, конечно. О, уже где-то кто-то по мне лупит. О! Где? Да где? Как так может быть? О! Так, ну это бот. А вот вопрос второго я не знаю. Второй может быть и не ботом. Я, кстати, ни разу эти перекрутыши не пробовал. Кто-нибудь перекувровывался? То, что боты делают все время. Так, а где все? Все там были. Ладно. Sony AX 598. Ну, печальненько чего. Что делать? Так, здесь все печально. Надо вообще на дроп ехать бы было по логике. Тот, который был там. Мне кажется, он далеко. Хотя, какая разница? Да? Учитывая количество ботов и учитывая, что он вне зоны. О! Это прям душевный человек. Он, скорее всего, еще и лег. Я уже не помню, где я его встретил в итоге. Подлец. Ладно. А у меня еще и машина уехала. Вон там другая есть. Не вижу. Не вижу, а он есть. А ввиду того, что была очередь, скорее всего, это прям... Да. Прям живой. Живее некуда. Раз. Живее некуда, и он, скорее всего, уже в зону прибежал. Как и я. Но он далеко был. Я очумею его искать, конечно. Надо было на машине ехать. Вообще надо было машину брать, чтобы сейчас бегать за лутом. Вот он. Хорошо быть ботом. Можно бегать спокойно себе и все. Но это не он был. Мне бы в СКС еще 20 патрончиков и какой-нибудь иксы. Приятный икс какой-нибудь. Нету приятных иксов. Так. Расширенного магазина нету. Ничего нету. Хоть не живи. Эксклюзивным для Vivo IQ. Думаю, Honor 5 Ultimate. Нет, гуглы-то есть в глобалке, но глобалка стоит такой космос, что я бы даже ее не рассматривал.
Если у него нет оптики, то он на чем умеет меня убивать? Ага, у него есть оптика. Откуда-то он стреляет. Чувак, конечно, мы попали в максимально глупую перестрелку с ним. На яме стоит 99 тысяч. Глобалка? Что мы добегали, что осталось живых 7. А нет, 12. Мне кажется, он далеко не уехал. Надо вообще было за лутом бежать, ну ладно. Пусть стреляются. Мне надо броню третью, и потом уже без разницы, что будет. Пока никого не слышу. Где-то здесь был ящик. Опа. По звукам где-то кто-то бежит. И по выстрелам чувак был заряженный. Неужели? Не, бот. Ну уже с очередью. Бот с очередью уже не такой бот. Вот. Так, еще один бот. Просто пока ты мучишь бота, тебе могут попасться не боты. Еще 416, вообще хороший лут у бота был. У меня нет ничего вообще бодрого. Ух ты, ёшки. Да что ж вы доколупались-то до меня? Ботяра. Ни энергетиков, ничего не осталось. А, не, вот все есть. По мелочи. По уму надо было, конечно, бы сесть или лечь, но ладно. Так, сколько нас? 3. Вот по-любому вот оттуда все пойдут. Еще и в здание. Так ненавижу здание вообще. Моя ахиллесова пята. А чего я здесь сижу? У меня все равно проверка теста. Тест все равно, да? Снесут, так снесут. Что делать? Главное по зоне побегать. Крысить я точно не планирую. Мне не с чем крысить. А вот. Так, это еще один бот. И один не бот, значит. Один не бот, скорее всего, побежит вот оттуда. Вот он. Все, снял меня. А с чего он снял? Мне прям интересно на него посмотреть. Ну и ладно. Да, если бы я умнее был и присел бы, все бы было в огне. $99 тысяч за Китай — это вообще неразумно. Так 5-й ультимейт так и стоит, я же говорю. Я сейчас его продаю, получается, сейчас я скажу.
где-то 80. Вот. Ну и вряд ли я его продам. И это я тоже понимаю. К сожалению. Так, ну машину надо долго выбирать. Мне кажется, вообще с этой арендой проще, это да. По выбору телефонов и так далее. Если у тебя ограниченный ресурс, либо длительное время использования, то нужно всегда выбирать долго и упорно. Так, позорно проиграл. Надо измерить люкса. О, вернулась яркость. 800 люксов. Вот так. Матрица. Матрица. Ну, кстати, в Poco он в 2 раза сбросил, и в итоге яркость он сбросил на 33%. А здесь, получается, нет. Здесь, получается, он вернул практически на 90% яркость, да. 90% возврата — это прям good. Neo Pro прям кайф выглядит. Neo 8 Pro, ну да, и Neo 8 неплохо. Но я скажу вам, что еще раз, Realme 11 Pro мне тоже очень даже понравились. Что я делаю 3-й месяц. Вообще, сам процесс выбора — это кайф. Я вам скажу, что вот, допустим, вот сейчас я бы мог сказать, что мне стало тяжелее выбирать что-то под обзоры, но это не так. Почему? Потому что финансово я могу себе позволить. Я понимаю, что люди все равно смотрят, там, 3000 человек, 5000 человек, 100 тысяч человек. Мне не важно, я повторяюсь, если есть YouTube и мне дает 3000 просмотров на ролик, я его пилю. И по поводу дорогих смартов, да, это не нытье, это больше, ну, нерационально 30 тысяч рублей тратить на один обзор в минус. Я повторяюсь, на Xiaomi 13 Ultra я еще не потерял, может, еще и 40 потеряю, я еще их не продал его. Так вот, по поводу не нытья. Если есть 3000 просмотров на ролик, это считайте 30 обзоров в месяц, 90 тысяч просмотров на 30 роликов. Вот. И это норм. Если говорить о другом, о чем-то, то мне кажется, что я говорю, я самый неинтересный для аналитики блогер YouTube. 2,5 миллиона просмотров в месяц у меня уже чертову тучу лет. Ну вот прям лет. То есть, мне кажется, года 3. Я там один раз падал, разумеется, в феврале на 1,3 миллиона. А так, ну да, было там 4 миллиона вроде бы, как-то. Но в плане... Так в плане чего это? В плане покупок. То есть я когда выбираю, я выбираю уже то, что мне интересно. Если бы я выбирал только хайповую, ну, допустим, Poco X5, а когда сделал обзор? Только когда уже вот сейчас хочу сделать обзор. Хотя по логике надо было бы делать, как только его начали продавать. С Poco F5 другая история. Я реально хотел бы сделать на него обзор, но Poco F5, к моей нерадости, мне, получается, пришел только один. А один я разыгрывал. И вот я его уже разыграл. А второй на обзор, он сейчас еще идет. Ну, уже через дня 2 придет. А по поводу выбора, выбор — это кайф всегда. И я считаю, что расстраиваться, что ты долго что-то выбираешь, не стоит, потому что... Так, стоп, наверное, все-таки я поменяю на это. Ух ты, ёпта. Интересно, вот это так прыгают только боты или реально люди так могут прыгать? Где он уже налутался так? И 416-ю чувак взял. Вообще какой-то... Вот как они так лутаются? Просто космические. Где можно успеть так налутаться? Все. Я, получается, броню, что ли, скинул вообще?
А, ну вот СКС-очку бы я получил, да? Так, и... Чувак, конечно, растерялся, да? И... Так, стоп. Наверное, по уму было, конечно, расширенный магазин повесить на 416, но мы уже его повесили, да? Мне интересен из нытья. Ну, во-первых, завтра будет, вопреки всему, благодаря тому, что я потратил чертову тучу денег, обзор на Huawei Ultimate на часики. Вот, но там будет, наверное, предисловие. Почему? Потому что я их приобрел за, получается, за очень выгодный ценник. Там где-то кто-то тоже бегал. Если не бегал, то прибежит. Вот он. Боты не дремлют. Надеюсь, бот. То есть я, получается, купил их за 45. А стоят они... и на Али я их покупал за 92. Но мне тип не отправил. И, в принципе, до 50 тысяч их очень много на Алишке сейчас. Ой, не Алишке, на Авито сейчас. Люди могут прыгать с джойстика. И что? Да мне все равно, пусть прыгают. Я вот думаю, все-таки ДПшка лучше, чем 416 или нет. Вот никак не могу я определиться. Я люблю ДПшку, конечно. У меня ощущение, что у нее разброс все равно больше. Рокфонов у меня оба. Оба в наличии. И на оба планирую делать обзор. Так, где-то здесь... Ух ты, ёшки! Да, все-таки, если бы это была ДПшка, не факт, что я бы его вынес. Потому что разброс был минимальный, сейчас видите. Так, а что с Energy Drink? У меня нет места под Energy Drink. Это вообще какая-то лабутень. Окей. Ну, мне кажется, неинтересно играть на смарте, если ты играешь в клаву через смартфон. Ну, это прикольно, я понимаю, о чем вы говорите. Но это, по-моему, тебе еще и другие противники подбираются, нет? О! Так у меня обычные смертные, вон вообще боты, скорее всего. Боты такие же, как я, без оптики. О! СКС. Ну все. Все, хоть что-то на СКС-ке висит теперь. Хоть что-то. X8. Лучше бы, конечно, X6 было. Так, а что там было? Стоп. Там какой-то тип стрелял. По ощущениям, да. Ёшки, не туда нажал. Тоже вот динамика, да? Сделали бы, наверное, чуть-чуть проще бы. С этим. С двумя патронами, конечно. 2 патрона и все, и вынес. Так, стоп, а что там? Там что? СКС-очка. Ну с другой стороны у него броня первая была. Так, здесь был заруб. Здесь был заруб. Которого я пока не вижу. Ох ты! Бот. Да. Да, иначе бы я уже был трупом. Да, кстати, неразумно, я не смотрю назад. Очень глупо с моей стороны. Опа. Обучают меня. Бота тренировка. Так, ну что, кто-нибудь мне иксы нормальные даст? Нет у них тоже иксов.
Вот, есть зато машинка. Можно покататься за дропом будет. Не все вперемешку, если с телефона. Не вперемешку. Я читал, что они видят. О, вижу типа. Вполне возможно. Есть. Вот когда такие, прям еще и на мотоцикле, то мне кажется, что это может быть даже и не бот. Когда прям так усиленно хотят победить. Так, и еще и с 3 китами. Все, норм. Живем. Так, а почему я не поеду? Я могу тоже поехать на мотоцикле, правильно? Драйв. И тем более его не так сильно и побил. Если вообще можно сказать, побил я его, нет? Да, побил. Ну не сильно. 17 живых. Можно и встрять слегка. Ну все, я в зоне уже. Теперь найти самолет только. Вот. Там какие-то зарубы лютые. Опа. И не вижу пока. Предлагают идти к ним. О! Есть контакт. Так, теперь видно меня было. Можно с любой стороны меня обойти. При желании, да? Особенно со стороны зоны. Так, а где этот тип? Надо идти внутрь, короче. О! Там какой-то заруб просто лютейший. И все без меня. Опа. Очень сомневаюсь, что это не боты. Но лут какой-то очень убогий. О, вот это прям мечта. Просто, чтобы она побыла в руках, как говорится. Понятно, что мне хуже, допустим, с ней играть. С этой штукой. Чем с SLR-кой. СКС-кой. Но просто потрогать ее уже класс. Так. Отсюда по-любому еще кто-то пойдет. Не бота. А, уже там какой-то заруб. Прикиньте. Что там может быть? Дерево типа.
Интересно. Вдалеке. Не вижу. О! Кто-то очень обрадовался, что меня увидел, по сути. Мега обрадовался, я бы сказал. Но это был бот. А вот там уже, кто брал лут, тот не бот. Там уже 4 живых. Совсем неразумно бегу, конечно. Ну и ладно. Они сейчас побегут отсюда. Если здесь кто-то был. Но вряд ли я бы сидел и пас бы здесь, находясь. Хотя они реально могут. Да. Пустенько. Есть. Ох ты, ёшки. Нет, там не бот, а вот там бот. Ёшки. Как я мог промазать-то? Все, ладно. Достал ты меня, ботяра. Что значит не юз? Почему нельзя юзать? Раз. Через 15 секунд побегу. Ага, дымовых я уже не брал, да? Ёшки. Максимально глупо с моей стороны было закидываться. Есть. Типа вон там, я его вижу. Так, что у меня? 3 секунды. Побежал. То он нет. По-любому на границе лежит. О! Вот, со спины, да. А я по нему стрелял. Вот я опять второй. 14 киллов. Ладно. Сколько мы уже проиграли? 36 минут и 86% было 96. То есть примерно он тратит с этим-то разрешением всего-то 21%. Будем еще гонять или в топку его? Хватит. Еще одну катку. Мне кажется, хватит ему, нет? Так, а что results? Мне вот не нравится эта штука. Есть. Так, сколько у нас получается? 10% за 36 минут? Или он съест еще? Да нет. Давайте еще чуть. Подозрительно мало прямо. Безумно подозрительно мало.
Да, не буду я, по сути, покупать планшет за 90 тысяч. Не набираем ему 1500 лайков. Так же, как и не буду покупать, что-то там было Oppo. Планшет на Dimensity. Там тоже 1500 лайков мы не набрали. А, наверное, по количеству ботов можно посмотреть вот здесь. Если типа они бегают, то это не бот, правильно? Зомб. Мецицадмен. Привет. И сейчас очень оптимизированный смарт гоняем. К60E. Но, кстати, по ощущениям он опять сбросил яркость. Но я не уверен, что так оно и есть. Так, что успею туда сесть? Не кажется мне, что я первый буду. Ну, в числе. Раз, два, три. Так. Все. Играем. О, М90. Вообще вещь. Вот тоже свидетельствует о том, что здесь, скорее всего, большинство боты. Что нет никого в этой локации. Потому что здесь сейчас должен быть просто лютейшее зарубище. Ну а так как никого нет, значит зарубища не будет. И все. Пылесосим и уходим. Луну надо было бы какую-нибудь снайперку бы взять, но я их здесь не вижу. Вообще. Так, и смотрим. О, звуки. Звуки приближающихся друзей. Ох ты, ё! Скорее всего, этот чувак вступил. И это уже прям... Не, бот. Хотя, может, и не бот. Может, не бот, потому что ступил. Боты обычно так жестко не тупят, как люди. Так, теперь нам нужен 3-й уровень шлема. И все. А правильнее сказать, нам нужен какой-нибудь транспорт, чтобы катать за лутом. О! Очень странные дела. Тоже как... О! СКС-очка. Так, брать СКС-ку или не брать? Наверное, не брать. Точнее, наверное, брать. И искать потом что-нибудь посерьезнее. Так, пока никого не вижу. Вот. Адекватный транспорт. Маленькие, кстати, карты так удобно, быстро проходят все. То есть ты побегал, бах. Как, кстати, микрофоны? Адекватно более-менее или нет? Заказал себе геймпад для игр на телефоны. В обзоре сказали, хорошие вещи не банят. Ну, я не буду. Во-первых, как я знаю, если вы почитаете форумы, вам будут давать других людей, если у вас будет
клава и мышка. Во-вторых, это читерство. Ну и в-третьих, я еще раз повторяю, что это сегодня не банят, а завтра могут банить. Геймсир какой-нибудь, если, ну, скорее всего, банить не будут. У них там чуть ли не мини-контракт. Остальные конторы не знаю. Так, что у нас... DSS не буду я брать все равно я. Не хочу. Мне проще 762 лупить с СКС-ки. Просто чаще. Карта небольшая, но... Мне нужен дроп хоть один. И у меня такое ощущение, что здесь вообще дропов нет на этой карте. Или что я их вообще не вижу. Самолета. Ага. А, это он показывает, как самолет летел, наверное. Народ дропался в разные места. Лучше увидеть, как он летит сейчас. И... О! Да ладно, ты прям очередью. Прям очередью человек стреляет. Это он мне его показывал или нет, что кто-то идет, интересно? Очень долго перезаряжается, конечно. О! Не вижу. Угу. Куда-то проехала машина. Вот туда. Во. О, а почему я не попал? Друг, почему я не попал? Мне кажется, подлагивает сама игра. Потому что в некоторые моменты ты прям или стреляешь как в пустоту, или еще что-то. Часто странное. Так какой бренд GameSir ты заказал? У них топовые, конечно, штуковины. Прям топ-топ. А зачем я выезжаю из зоны? Я не знаю. Мне вообще транспорт бы поменять. О! Где-то кто-то по мне стреляет. И прям издалека, и прям эффективно. И эффективно, и эффектно. Ну и... Куда транспорт едет? Ага. Внутрь. Ну ладно. Я здесь уже проезжал, по-моему. Ну ладно. Выпрыгивать, мне кажется, не стоит. Так, он едет, скорее всего, между городами. Пам-пам. Прям лутаемся или... А чего мне лутаться? Мне нужна третья броня, и я ее точно здесь не найду. То есть вероятность того, что ты бегаешь... Ну шлем, хотя может быть и найду, не знаю. Может найду кого-нибудь хотя бы, да? О! Вижу типа, иду к нему.
Где? 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 О! Клиент. Бот с нами навсегда. Да, конечно, нещадно быстро уходят патроны, когда ты лупишь с подобной штуки. Но зато здесь скорострельность практически как у кого-нибудь, не знаю. Может быть и хорошо, что не самая максимальная, кстати, скорострельность. Где хоть один самолет с дропом? Дропов нет, дропы съели на обед, да? Так, а что у нас с зоной? Я в серединке. Пам-пам. О! Ох, как хорошо. Так, ну здесь у нас кто-то с кем-то рубится. Как я понимаю, вот оттуда меня подстрелили. О, вот там идет стрельба. Потому что там у нас что? Правильно, дроп. Так, вообще у меня ощущение, что было с фронта меня стреляли. А, вон он. Думает, что вблизи будет легче. Может быть, если у него какая-нибудь там стрекоза или какая. Оса, шмель. СЛР, кстати, классная штука. Да, боты. Когда очень много ботов, они тоже могут что-то сделать. Чисто технически. Вот здесь вот очень странно. Был выстрел, и человек не попал. И вот это не похоже уже на ботов. Потому что когда стреляют люди... О! Есть, ну наконец-то, хоть что-то мне выпало. Да что ж ты... Он перезаряжается, как будто, я не знаю, это 500 тысяч боеприпасов там. А, это что же пулемет? Не шутя. Я думаю, чего он так долго перезаряжается. Может, на моей улице тоже праздник будет, я все-таки стану мистером 1. Ноунейм какой-то, не геймсир. Да, так в этом-то и проблема, что у ноунейма поддержка похуже, чем... О! Ух ты, ёшки! Пожалуйста, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Есть. Прифартило. Тип идет. И месть будет сладка. Он под зоной, что ли, побежал? Куда-то он прошел. Или лег. Ну ладно.
был позади. Теперь он должен быть впереди, по логике. Я при любом раскладе поеду... А, я не поеду на тачке. Зачем мне на тачке? Так, надо брать высоту и смотреть, где этот тип. Брони нет, плохо. Надо искать бота. Хотя, с другой стороны, еще половина брони жива. Ну что? Это раз. Ну что, куда он? Где он? Тип не двигается вообще. Сейчас закидывается всем и вся, по-любому. О, еще живой. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. 55 минут, 81 против 96. То есть 15%, еще 5 минут. Ну, давайте еще 5 минут поиграю. Это прям какая-то нереальная тема. То есть он пока 15% сел, это очень мало. Слишком мало, я бы сказал. Понеслась. Зависит от приложения, Юрьевич, потому что ты, когда выбираешь приложение, ты автоматом выбираешь устройство. То есть один бренд делает, а потом делает приложение. Или у тебя к геймсировскому приложению будет возможность его подключить. Что-то как-то я сомневаюсь. Так, кстати, по поводу яркости экрана, что у нас скажет наш прекрасный? 800, не сбросил. Ну, считайте, он сбросил эти 50 кандел. То есть очень мало, очень мало. Очень даже молодец. И как у кого лето, у кого тепло уже началось. Но мне повезло, конечно, с пулемета его снять. То, что я в третьей броне был. Не был бы в третьей броне, он бы меня уже снес. И 3 минуты. Если он реально вывезет 16% за час, то это будет самый-самый крутой смарт по автономности, который был у меня вообще за все время.
Потому что Quad HD 120, да вообще нереально. Нереально просто. То, что показывает этот смарт по автономности, сейчас нереально. Еще на 800 люксах. 800 люксов и такая тема. Danke. И почти уже сели. Надо, главное, не потерять сейчас через минуту увидеть автономность. Так, как-то все шикарно, плохо. Что все эти винчестеры, они нужны только вот в самом начале игры, когда ты еще ничего не взял. Нет никакого автоматического оружия. Хотя, может быть, кто-то реально пользуется винчестерами. И... да, как-то вообще... О! Ух ты, ничего ж себе! Прям еще и в полете. В полете это сильно было. Притом у него уже был, вы заметьте, у него был уже G. Греется сильно? Вообще не греется. Ощущение, как будто я взял аппарат, который очуменно классный, и его просто тупо прятали, и все, поковки. Решили, что 31 градус, 32. Тыльная часть и лицо 30. Ха-ха, да. Как так могло произойти, да? Я даже, кстати, не посмотрел. 16% считайте, потому что я что-то пропустил. Хотя, может быть... Ладно, не будем 16. 79, 86, 17%. Все равно 17 это самый крутой результат. 17% в час на 90 герцах. Плюс, что мы еще имеем? Нулевой нагрев. Вот. Угу. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. На всякий пожарный. И еще один, что ли, MG. Ну-ка, ради интереса. Пусть у меня будет 2. Бегать с 2 пулеметами просто. Сейчас я закончу эту локацию. Мне кажется, что здесь я встряну на каких-нибудь эпичных типов. Может быть, раньше даже закончу и скажу, что думаю. Разумеется, я не думаю, что нужно бежать и покупать данное устройство, потому что это китайская поделка, но еще раз повторяю, что нужно обращать внимание на эту штуку с той точки зрения, что вот как они могут делать. То есть делать дешево, с топовыми характеристиками, с великолепным энергопотреблением, с суперским теплоотведением. Опа. Ну вот так вот я не играю. Я играю с коллиматором.
Нет, ну они здесь тоже кого-то пасли. Вот кого они пасли. Они пасли реального человечка. А, не хочу, не хочу. Все, стоп. Не хочу я ни с кем дальше продолжать общение. Я хочу... Так, что это? Got it notifications, live. Так, а что, где моя live-то? Во. Ладно, закончим так. В целом, Redmi K60E, если у кого-то есть на руках, я бы очень хотел увидеть или услышать от вас, как вам этот девайс, потому что по мне это просто нереально классно, пушка, бомба и все остальное. Да, нет 4К 60 FPS, но если мы говорим о Redmi это всегда мощь, это всегда про игры, и этот смарт просто про игры. Вот это, ну, очень круто. И те, кто понимают, что такое, когда выставляешь на PUBG в New State 90 Гц, когда ты понимаешь, что ты выставил на максималку яркость, и когда ты уже погонял Poco F5 Pro, который сбрасывает яркость в 2 раза, а потом сбрасывает на 30%, а этот сбрасывает, получается, на 10%, а потом на 5%, а нет, не на 10, вру, 300 кандел, но он в режиме видео, получается, 300 кандел съел. А когда мы вышли в режим игры, он вернул эти 300 кандел. Ну, он вернул, точнее, съел 300, вернул 250. Но при любом раскладе это дело, я сейчас стримил в 1080p с большей яркостью, чем у этого максимум. То есть я сейчас играл 800 люксов, а это дело мне показывало без игры 760. Вот так они относятся. Доги, Дотрис, я напишу, точнее скину исходники в телегу взаимопомощи, а так мне смарты по фоткам и по видео. Но он не ловится, это как Poco, ну это Redmi, звезд с неба не хватает вообще никак. Всем добра, может быть сравню его с Poco F4, потому что это будет разнос Poco F4, F5 обычного. Мне прям такое ощущение. Скажи, вот все время гадости какие-то делаешь людям, они приобрели, радуются, а тут рядом лежит девайс дешевле, лучше. Лучше бы не говорил. Всем добра, огромное спасибо, что зашли. Дотри Юрьевич, Bad News. Good luck.